«Готовь на 30 гостей, начинай в 4 утра», — приказала свекровь. Муж добавил, чтобы все было идеально. Я кивнула, а в 3 ночи оставила записку на холодильнике. Ваш повар уволился. Приятного аппетита. Прежде чем история захватит нас с головой, напишите пару слов о себе. Откуда вы и какой ваш возраст? Мне дорог каждый, кто сейчас со мной. Приятного прослушивания. Январское небо над Барвихой висело низко, набухшее тяжелыми тучами, которые грозили вот-вот просыпаться мелким колючим снегом на крыше элитного поселка, где каждый дом стоил больше, чем иной человек мог заработать за всю жизнь. Кристина Олеговна Юдина отжала тряпку в ведро с мутной водой и выпрямилась, чувствуя, как ноет поясница. За последние 4 часа она вымыла весь 1-й этаж, все 500 квадратных метров мраморного пола, который свекровь называла визитной карточкой дома и требовала содержать в состоянии, достойном 5-звездочного отеля. За высокими окнами темнели заснеженные сосны, а дальше, за ними, тянулся глухой забор поселка на Рублево-Успенском шоссе, граница ее мира, за которую она выбиралась все реже. Ей было 27, но отражение в зеркале показывало женщину куда старше. Бледное лицо, темные тени под глазами, волосы, кое-как собранные в небрежный хвост, чтобы не мешали работе. 3 года назад она переехала сюда вслед за Максимом, который хотел жить рядом с матерью. И с тех пор дом медленно, методично пережевывал ее, превращая из человека в функцию, в бесплатную прислугу без выходных, без отпуска и без права голоса. Звук мотора за окном заставил ее вздрогнуть. Темный автомобиль представительского класса въезжал во двор, и Кристина, бросив ведро посреди коридора, заспешила к двери. Опоздать на секунду означало выслушать получасовую лекцию о невоспитанности и о том, как в приличных семьях принято встречать старших. Инна Даниловна вошла в дом, не удостоив невестку взглядом, и сразу принялась осматривать помещение теми своими глазами с выразительной подводкой, которые замечали все, каждую пылинку, каждый развод на стекле, каждую складку на скатерти. Ей было под 60, но выглядела она моложаво. Дорогой костюм густого бордового оттенка сидел на ней как влитой, кашемировая шаль на плечах добавляла образу элегантности. А облако тонких духов распространялось вокруг нее подобно невидимому барьеру, отделявшему ее от всего обыденного. Председатель совета жильцов поселка и организатор местного женского клуба, Инна Даниловна привыкла, что ее слушают, ей подчиняются и перед ней заискивают. Невестка не должна была стать исключением из этого правила. «Здравствуйте, Инна Даниловна». Кристина машинально приняла из ее рук сумочку из крокодиловой кожи. «Когда ехали?» Свекровь не ответила. Она вообще редко отвечала на вопросы, которые считала формальностью. Она медленно прошла вдоль гостиной, остановилась у дивана, наклонилась с той грацией, которая давалась ей без усилий, и провела пальцем по мрамору у ножки. «Это что?» Кристина подошла ближе и увидела едва заметный след, крошечное пятнышко, оставшееся, вероятно, от капли воды, которую она не заметила, когда протирала пол в 3-й раз. «Я сейчас протру». Она потянулась за тряпкой, лежавшей в ведре. «Протрешь?» Инна Даниловна выпрямилась и посмотрела на нее так, что лучше бы накричала. В этом взгляде читалось не раздражение, а чистое презрение. «Знаешь, Кристина, плохо ухоженный мрамор выглядит дешево. А дешевизна в нашем доме недопустима». «В нашем доме» эти слова кольнули привычной болью, потому что Кристина знала то, о чем старалась не думать. Дом был оформлен на свекровь, каждый квадратный метр этих 500 метров принадлежал Инне Даниловне. И юридически Кристина здесь не имела никаких прав. Она была гостьей, которую терпели, пока она приносила пользу, и которую можно было выставить в любой момент. Я полоскала швабру 5 раз, вырвалась у нее прежде, чем она успела прикусить язык, каждый сантиметр. Брови Инны Даниловны поползли вверх, и Кристина осеклась, понимая, что совершила ошибку. «И что? Хочешь медаль за выполнение своих обязанностей? Или, может, премию?» Кристина опустила глаза, разглядывая узор на мраморе, который знала наизусть. «Нет, простите, я исправлю». Она опустилась на колени и принялась оттирать пятно, чувствуя на себе тяжелый взгляд свекрови, от которого спина становилась напряженной, а движения неловкими. Так было всегда. Любая попытка защититься воспринималась как бунт. А бунт карался неделями ледяного молчания и удвоенными придирками, от которых хотелось забиться в угол и не выходить. Когда Инна Даниловна устроилась в кресле у камина, Кристина принесла ей чай,
заваренный ровно 4 минуты, с 2 ложками меда, ни больше, ни меньше, в той самой чашке с золотой каймой, которую свекровь предпочитала остальным. 3 года она учила эти правила, запоминала предпочтения, и теперь они въелись в память намертво, стали частью ее существования. «Садись», — свекровь указала на стул напротив, тот, что пониже и пожестче. «Есть разговор». Кристина села на край, сложив руки на коленях, и приготовилась слушать. В этом доме она давно разучилась говорить первой. Роксана возвращается из Европы, Инна Даниловна отпила глоток и поморщилась. То ли чай был недостаточно горячим, то ли она просто хотела показать привычное недовольство. 3 месяца по Италии и Франции, представляешь? Я решила собрать семью, отметить ее возвращение как следует. Человек 30, может, чуть больше. Это замечательно, осторожно произнесла Кристина, уже чувствуя подвох в этих словах. Когда планируете? Я могла бы начать готовиться на следующей неделе. Завтра. Слово упало, и в комнате стало тихо, только потрескивали поленья в камине. Кристина почувствовала, как внутри что-то сжалось, а в голове зашумело от мгновенного подсчета. 30 человек, закупка, подготовка, готовка. На такое мероприятие обычно уходит минимум неделя. Завтра? Переспросила она, надеясь, что ослышалась. Но это... Что? Это? Инна Даниловна смотрела на нее с холодным интересом энтомолога, изучающего насекомое под лупой. Ты ведь целый день дома, Кристина. У тебя нет работы, нет детей, нет никаких других дел, кроме как заботиться о доме и семье. Или я ошибаюсь? Нет. Но 30 человек. Это же нужно закупить продукты, приготовить, сервировать. Вот именно. Поэтому я и говорю тебе сейчас, а не завтра утром. У тебя целая ночь впереди. Другие женщины были бы благодарны за такую возможность проявить себя, а ты сразу начинаешь искать отговорки. Кристина открыла рот, чтобы возразить, объяснить, что это не отговорки, а элементарная арифметика, но встретила взгляд свекрови и замолчала. В этом взгляде читалось предупреждение. Любое сопротивление будет расценено как слабость, а слабых в этой семье не уважали и не жалели. «Ты вечная пессимистка, Кристина», — добавила Инна Даниловна, откидываясь в кресле. «Вместо того, чтобы жаловаться, лучше бы организовалась. И помни, в прошлый раз ты опозорила нас этим своим соленым пловом». Вся семья обсуждала потом. Родион до сих пор вспоминает при каждой встрече. «Надеюсь, ты понимаешь, что повторения быть не должно. Соленый плов». Новогодний ужин, когда у нее была температура 38, и голова раскалывалась так, что она едва видела, что делает, но все равно готовила, потому что в нашей семье женщины не жалуются на здоровье. Она пересолила одно блюдо из 12, всего одно, и это стало клеймом, семейной легендой, которую обсуждали месяцами и которую она носила, как медаль, уже 2-й год. За ужином, когда подали суп, который Кристина приготовила еще днем, Инна Даниловна достала из сумочки сложенный в 4 лист бумаги и протянула его невестке через стол. Почерк свекрови был каллиграфически красивым, с изящными завитками. Она когда-то преподавала в музыкальной школе и гордилась своей утонченностью во всем. Кристина развернула листок, пробежала глазами по строчкам и почувствовала, как в груди холодеет, а руки начинают мелко подрагивать. «Баранья нога в духовке», — читала она вслух, хотя горло перехватывало, нежная внутри, с хрустящей корочкой. 100 пирожков с мясом, тесто тонкое, начинка сочная, магазинная или замороженная исключены. Салат с домашним майонезом, никаких покупных соусов. Торт закажешь в кондитерской на Рублевке. Перебила Инна Даниловна, помешивая суп серебряной ложкой. Я не изверг какой-нибудь, понимаю, что торт требует мастерства. 100 пирожков ручной лепки. Кристина подняла глаза на Максима, который сидел рядом, уткнувшись в телефон, и листал что-то с отсутствующим видом человека, находящегося в собственном мире. Он изредка усмехался, видимо, смотрел смешные видео или переписывался с друзьями, пока решалась судьба его жены. «Максим», — позвала она тихо, почти умоляюще. Он поднял голову с выражением человека, которого оторвали от важного занятия ради какой-то ерунды. 100 пирожков за ночь, одно тесто, это несколько часов, потом начинка, потом лепка каждого. Это физически невозможно сделать в одиночку. Может, закажем хотя бы часть готовой еды? Или ты поможешь мне с чем-нибудь?» Максим посмотрел на мать, потом на жену, снова на мать, и Кристина видела, как в его глазах промелькнуло что-то похожее на протест, может быть, даже на сочувствие. Но потом он отвел взгляд, как делал всегда, когда нужно было выбирать сторону.
«Кристин, ну постарайся как-нибудь организоваться получше». Он говорил тем усталым тоном человека, которому не хочется вникать в чужие проблемы и который хочет, чтобы все как-нибудь само разрешилось. Мама просит не так уж много, просто один ужин. И, пожалуйста, пусть в этот раз все будет нормально, без происшествий. После того плова мне было очень неловко перед тетей Роксаной и дядей Родионом, они потом весь вечер шутили. «Тебе было неловко», — повторила Кристина медленно, пробуя эти слова на вкус и находя их горькими. «Ну да, они же мои родственники, мне с ними общаться. И вообще, я устал после работы, давай не будем ссориться из-за ерунды». Инна Даниловна наблюдала за этой сценой с легкой полуулыбкой. Так смотрит на спектакль, исход которого известен заранее и который разыгрывается исключительно для развлечения зрителя. «Максим прав», — произнесла она тоном, не терпящим возражений. «Меньше разговоров, больше дела. Ты ведь хочешь быть хорошей женой, Кристина, настоящей хозяйкой, которой семья могла бы гордиться». Кристина кивнула, потому что любой другой ответ был невозможен, потому что за 3 года она разучилась говорить «нет» и уже не помнила, как это — иметь собственное мнение. К 9 вечера Максим ушел в спальню, пожаловавшись на тяжелый день в офисе и на то, что завтра у него важная встреча, которой нужно выспаться. Продукты привез курьер из службы доставки, огромные пакеты, которые Кристина сама затащила на кухню, потому что муж был слишком измотан, чтобы отвезти жену в магазин или хотя бы помочь разобрать покупки. Теперь она стояла посреди всего этого изобилия, окруженная горами продуктов. Баранья нога размером с небольшого теленка, мешок муки, лоток с фаршем, мешок картофеля, сетка с луком. И она понимала, что впереди бессонная ночь, которая все равно закончится провалом, потому что сделать невозможное не сможет даже она. Она начала замешивать тесто, погружая руки в смесь муки, воды и яиц, чувствуя, как оно постепенно становится упругим под пальцами. Мука пылила, оседала на лице и волосах, липла к рукам, а Кристина работала молча, вкладывая в каждое движение ту покорность, которой от нее ждали все эти годы. К 11 вечера спина болела так сильно, что она едва могла стоять, руки ныли от бесконечного вымешивания, и она опустилась на табурет, чтобы передохнуть хотя бы минуту, взяла нож и начала чистить лук для начинки. Резкий луковый запах ударил в глаза, и слезы потекли по щекам. Сначала просто от лука, рефлекторно, а потом от чего-то другого, более глубокого и страшного, от того, что она давила в себе все эти 3 года, не позволяя этому вырваться наружу. 3 года назад она была креативным директором в рекламном агентстве в самом центре Москвы, на Патриарших прудах. У нее была команда из 8 человек, которые ее уважали, проекты, которыми она гордилась, презентации, на которых ее слушали с восхищением. Ее ценили за идеи, за нестандартное мышление, за способность видеть то, чего не видели другие. А потом появился Максим, обаятельный, внимательный, с охапками цветов и красивыми словами о том, какой замечательной женой она станет, как он будет ее беречь и любить. И она стала этой женой. Переехала за МКАД, в элитную Барвиху, бросила работу, потому что Инна Даниловна сказала, что настоящая жена должна посвятить себя семье, а не карьере. Поначалу требования свекрови казались мелочью, даже знаком доверия. Помочь с праздничным ужином, взять на себя воскресную готовку, приглядеть за домом, пока все на работе. Каждая уступка казалась незначительной, но вместе они сложились в систему, из которой не было выхода, и Кристина не заметила, как оказалась в ловушке, где от нее самой, от той, прежней, уверенной и талантливой, не осталось ничего. Плечи затряслись от рыданий, которые она больше не могла сдерживать. Кристина уронила нож на разделочную доску и закрыла лицо руками, не заботясь о том, что измажет щеки мукой и луковым соком. Она плакала беззвучно, глотая слезы, давясь ими, потому что даже сейчас, в пустой кухне посреди ночи, боялась разбудить мужа или свекровь, боялась услышать наутро. Что за детские истерики? Долг жены, эти слова крутились в голове. Повторенные сотни раз голосом Инны Даниловны с ее интонацией, не терпящей возражений, пока не стали ее собственными мыслями, частью ее сознания. Но сейчас, в 3 часу ночи, с руками покрытыми липким тестом, с горящей от усталости спиной и опухшими от слез глазами, Кристина впервые за 3 года позволила себе задать вопрос, который прятала от самой себя. Запирала на самое дно души. Это долг жены или рабство, которое она по собственной глупости согласилась называть любовью и преданностью?
Слезы на щеках медленно высыхали, оставляя соленые дорожки на коже, перемешанные с мукой, а где-то глубоко внутри, в самой сердцевине ее существа, что-то тихо, почти незаметно, но необратимо начинало меняться. И это было похоже на первую трещину в стене, которая простояла слишком долго. Шаги на лестнице заставили ее вздрогнуть и торопливо вытереть лицо тыльной стороной ладони, размазывая по щекам муку вперемешку со слезами. Инна Даниловна появилась в дверях кухни в шелковом халате горчичного цвета с пустым стаканом в руке, и ее взгляд мгновенно зафиксировал картину. Невестка на табурете, вокруг луковая шелуха, нож брошен на столе. А на плите ничего не кипит и не шипит. «Это что такое?» Голос свекрови резанул тишину кухни. «Ты отдыхаешь?» «Я просто... минуту». Кристина попыталась встать, но ноги затекли от долгого сидения. «Минуту». Инна Даниловна подошла ближе, оглядывая недомешанное тесто в миске, нетронутую баранину на разделочной доске, горку нечищенного картофеля. «Кристина, духовка должна быть включена к 9 утра, чтобы мясо успело дойти. Ты хоть понимаешь, что Роксана перфекционистка? Один неудачный пирожок, одна пересоленная котлета, и тебя будут обсуждать до конца твоих дней в этой семье». Что-то внутри Кристины в этот момент щелкнуло, тихо, незаметно, как защелка на двери, которую открыли снаружи. Она почувствовала, как поднимается волна ярости, как пальцы сами тянутся к ножу, как в горле закипает крик, который она сдерживала 3 года. Но вместо этого, вместо скандала, слез, объяснений, произошло нечто странное. Уголки ее губ медленно поползли вверх, складываясь в улыбку, такую мягкую и покорную, какой Инна Даниловна никогда прежде не видела. «Все под контролем», — произнесла Кристина голосом, который не узнала сама. «Не волнуйтесь. Все будет готово вовремя». Свекровь моргнула, явно ожидавшая другой реакции. Оправданий, извинений, может быть, даже слез. «Ты уверена?» «Абсолютно», — Кристина продолжала улыбаться, и эта улыбка была идеальной маской, за которой можно было спрятать что угодно. «Идите отдыхать, Инна Даниловна. Завтра важный день». Свекровь постояла еще мгновение, разглядывая невестку с выражением легкого недоумения. Потом удовлетворенно кивнула и направилась к лестнице, унося с собой наполненный стакан воды. Ее шаги затихли на 2-м этаже, щелкнула дверь спальни, и только тогда улыбка сползла с лица Кристины. «Все кончено», — прошептала она в тишину кухни, и эти слова были не о луке, не о тесте, не о бараньей ноге. Она встала, подошла к раковине и начала методично мыть руки, оттирая запах лука с кожи, смывая муку из-под ногтей. Движения были спокойными, размеренными, движения человека, принявшего решение. Она вытерла руки полотенцем, выключила свет над плитой, оставив кухню в полумраке, где белело недомешанное тесто и темнело в миске гора фарша, и поднялась наверх с легкостью, которой не чувствовала уже очень давно. Максим спал, разметавшись по кровати, занимая почти все пространство. Его лицо было безмятежным и спокойным, лицо человека, которому не снятся кошмары о 100 пирожках и пересоленном плове. Кристина села на край постели, достала телефон и открыла приложение для бронирования билетов. Пальцы двигались быстро, уверенно. Шереметьево, утренний рейс, 6:30, Мальдивы. Свободное место в бизнес-классе стоило столько, сколько она раньше зарабатывала за месяц в агентстве, но сейчас это не имело значения. У нее были собственные сбережения, которые она хранила на отдельном счете все эти годы, сама не зная зачем. Кнопка оплаты мигнула зеленым. Подтверждение пришло через секунду. Кристина посмотрела на спящего мужа, на его расслабленное лицо, на руку, свесившуюся с края кровати. «Приятного аппетита, дорогой», — прошептала она. «Завтра ты получишь совершенство, которое никогда не забудешь». Она легла рядом, повернувшись к нему спиной, и пролежала так до 3 часов ночи с широко открытыми глазами, слушая его мерное дыхание и считая минуты до рассвета. В 3 часа Барвиха спала, погруженная в морозную январскую тьму, где фонари отбрасывали желтые круги на свежий снег, а за заборами элитных коттеджей не горело ни одного окна. Кристина бесшумно выскользнула из-под одеяла, прошла в гардеробную и начала собирать вещи, выбирая только то, что принадлежало ей по-настоящему. Джинсы, простые футболки, летнее платье, которое она купила еще до свадьбы и ни разу не надевала, потому что Инна Даниловна считала его слишком легкомысленным. Коктейльные платья, строгие костюмы для семейных мероприятий, все то, что свекровь одобряла и требовала,
осталась висеть на вешалках, навязанная форма навязанной жизни. Из шкатулки она забрала ожерелье матери, тонкую золотую цепочку с маленьким сапфиром, и ее же обручальное кольцо, хранившееся отдельно от подарков семьи Юдиных. Паспорт лежал там, где и всегда, в ящике комода. Все уместилось в небольшую дорожную сумку. Переодевшись в джинсы и теплый свитер, накинув пуховик, Кристина остановилась у зеркала и посмотрела на свое отражение. Бледная, с темными кругами, с волосами, которые она даже не расчесала, но в глазах что-то изменилось, появился огонек, которого не было еще несколько часов назад. Она вернулась к кровати, где Максим продолжал спать, не подозревая ни о чем, и медленно стянула с пальца обручальное кольцо. Оно соскользнуло легко, без сопротивления. Она положила его на тумбочку рядом с его телефоном, так, чтобы он увидел его первым делом, когда проснется. Лестница скрипнула на 3-й ступеньке, и Кристина замерла, прислушиваясь, но дом молчал. Проходя мимо кухни, она увидела оставленный беспорядок. Тесто, начавшее подсыхать, фарш в миске без крышки, луковую шелуху на полу. И вместо вины почувствовала странное удовлетворение, почти радость. Она достала из ящика желтый стикер, написала несколько слов и приклеила его к дверце холодильника, туда, где Инна Даниловна точно увидит. «Простите, ваш повар уволился. Приятного аппетита». Такси ждало за воротами поселка, как она и заказала. Дверца машины захлопнулась с мягким щелчком, и Кристина не обернулась на коттедж, таявший в темноте за задним стеклом, не посмотрела на окна, за которыми спали люди, считавшие ее своей собственностью. Она смотрела только вперед, на дорогу, ведущую к Шереметьево, к самолету, к океану, к свободе. В 4:30 утра Инна Даниловна проснулась с улыбкой, предвкушая запахи жарящегося мяса и свежей выпечки, которые должны были наполнять дом. Но вместо этого ее встретила тишина, ни шипения масла, ни стука скалки, ни хлопанья дверцы духовки. Только монотонное гудение холодильника и слабый, тошнотворный запах сырого лука. Она накинула халат и спустилась на кухню, где увидела то, что заставило ее остановиться на пороге. Застывшее тесто, потемневший фарш, нетронутую баранину, холодную плиту. «Кристина!» — позвала она сначала негромко, потом громче. «Кристина!» Ответа не было. Ее взгляд упал на желтый стикер на холодильнике, и когда она прочитала написанное, лицо ее побагровело. «Максим!» — закричала она, взлетая по лестнице с проворством, неожиданным для женщины ее возраста. «Максим, просыпайся немедленно!» Она колотила в дверь спальни, пока сын не открыл, растрепанный, с опухшим от сна лицом. «Мама, что случилось? Который час? Твоя жена сбежала. Вот что случилось». Максим уставился на нее, не понимая, потом повернулся к кровати. Пустая половина, холодная подушка, нетронутое одеяло. И кольцо на тумбочке, золотой ободок, который он надел ей на палец 3 года назад. Это что? Это шутка какая-то. Он схватил телефон, набрал номер Кристины. Абонент недоступен. Какая шутка? Инна Даниловна потрясала стикером. «Читай. Ваш повар уволился. Она нас бросила, понимаешь? Бросила с пустой кухней за 9 часов до прихода гостей. Следующие часы превратились в кошмар, которого этот дом не знал никогда. Максим обзванивал рестораны, дорогие, средние, любые, но воскресенье в январе оказалось худшим временем для спасательных операций. Везде отвечали, что заказы расписаны на неделю вперед, максимум пицца или роллы к 4 часам. На 2 часа позже назначенного времени. 30 человек, кричал он в трубку. Мне нужен обед на 30 человек. Простите, это невозможно, отвечали ему раз за разом. Инна Даниловна металась по гостиной, ее аккуратная обычно прическа растрепалась, на лбу выступила испарина. «Предательница», — повторяла она, — «неблагодарная тихоня, после всего, что мы для нее сделали». «Мама, сейчас не время», — Максим швырнул телефон на диван. «Надо что-то решать с едой». «А я о чем, если бы ты держал свою жену в руках? Это ты ее довела своими требованиями». Они кричали друг на друга, обвиняя, перебивая, и впервые за много лет в этом доме звучала правда, уродливая, неприятная, но правда. Ровно в 2 часа дня к воротам поселка подъехал караван машин. Роксана Даниловна Беспалова вышла первой, женщина, затмевавшая даже Инну Даниловну своей экстравагантностью. Меховое манто до пят, огромные солнцезащитные очки в январе, браслеты, звенящие при каждом движении. «Инночка, дорогая». Она распахнула объятия.
Где моя любимая сестра? Где пиршество? Максим, встречавший гостей у двери, с бледным лицом и влажными ладонями, выдавил улыбку. Тетя Роксана, так рад вас видеть. Кристина, к сожалению, заболела. Грипп очень заразный. Заболела. Роксана сняла очки, и ее глаза, такие же острые, как у сестры, мгновенно отметили его нервозность. Накануне такого события. И плита сломалась, добавила Инна Даниловна, появляясь в дверях. Техническая неполадка, гости потянулись в столовую, где их ждал роскошно сервированный стол. Фарфор, хрусталь, серебряные приборы и абсолютно пустые тарелки. Ни закусок, ни салатов, ни хлебной корзины. Это что? Роксана обвела взглядом стол. Новая концепция. Невидимый буфет. Или вы решили посадить нас всех на диету? Смешки пробежали по толпе родственников. Кто-то шепнул. Столько хвастались домом. Инна Даниловна стояла посреди собственной гостиной. Она председатель совета жильцов, королева местного женского клуба, и впервые в жизни не знала, что сказать. В половине четвертого курьер наконец привез заказ из ближайшего ресторана. Пластиковые контейнеры с безликими котлетами и разваренным рисом, одноразовые вилки вместо фамильного серебра. Гости ели молча, ковыряя еду без аппетита, и пластик на дорогой скатерти выглядел приговором. Приговором всем претензиям этого дома на совершенство, которое держалось на плечах одной измотанной женщины, улетевшей сейчас над облаками навстречу океану. Максим сидел в ванной комнате на втором этаже, спрятавшись от осуждающих взглядов родственников, которые ели внизу безвкусные котлеты из пластиковых контейнеров и переглядывались с плохо скрываемым злорадством людей, ставших свидетелями чужого провала. Телефон в его руке завибрировал, и он машинально открыл уведомление из мессенджера. Отправитель значился как Кристина, та самая Кристина, которая якобы лежала с гриппом в соседней комнате. Фотография загрузилась медленно, и с каждым появляющимся пикселем Максим чувствовал, как внутри него что-то обрывается. Бирюзовая вода такой прозрачности, что видно каждую рыбку у самого дна. Белоснежный песок, похожий на сахарную пудру. Деревянная бунгало на сваях прямо над лагуной, с террасой, уходящей в бесконечность океана. И Кристина, его жена, в легком льняном платье, босая, с бокалом свежевыжатого сока в руке, с улыбкой, какой он не видел у нее уже очень давно. Ее кожа порозовела от солнца, на лице не было ни тени той измученности, которую он привык не замечать. Подпись под фотографией он прочитал трижды, не веря своим глазам. Завтрак в тишине, без приказов лепить 100 пирожков, без подъема в 4 утра, без проверок на пыль. Простите, Роксана Даниловна и Родион Константинович. Повар взял отпуск, чтобы насладиться жизнью. Приятного аппетита. Надеюсь, готовые обеды были вкусными. Снизу донесся возмущенный голос тети Роксаны. «Инна, это что такое? Она на Мальдивах, а ты мне говорила про грипп». Максим выскочил из ванной и сбежал по лестнице, застав сцену, которая врезалась ему в память навсегда. Роксана Даниловна стояла посреди гостиной, потрясая телефоном с той самой фотографией, а вокруг нее сгрудились родственники. И на их лицах читалось уже не просто недоумение, а праведный гнев обманутых людей. 100 пирожков в одиночку, продолжала тетя, и ее голос звенел от возмущения. Ты заставляла девочку лепить 100 пирожков за ночь. Это долг жены. Начала была Инна Даниловна тем своим привычным тоном, но Роксана не дала ей договорить. Долг — это называется рабство, Инна. Неудивительно, что она сбежала. Я бы тоже сбежала. Заставлять человека вставать в 4 утра ради твоих гостей — это уже перебор, добавил Родион Константинович, и в его голосе слышалось презрение. Гости уходили один за другим, не прощаясь, и каждый хлопок двери звучал как приговор. К 5 часам вечера в доме остались только Максим и Инна Даниловна, окруженные пластиковыми контейнерами и руинами репутации, которую свекровь выстраивала десятилетиями. Следующую неделю коттедж в Барвихе напоминал корабль, потерявший команду и дрейфующий без цели. Инна Даниловна попыталась было взять ситуацию под контроль, но каждая ее попытка заканчивалась унизительным провалом. Началось с посудомоечной машины. Свекровь простояла перед ней минут 10, нажимая кнопки наугад. Машина то пищала, то мигала красным, то вообще отказывалась реагировать. Инструкцию Инна Даниловна нашла в ящике под раковиной, но буквы расплывались без очков, а очки остались наверху, и подниматься за ними было ниже ее достоинства. Методом проб она все-таки запустила какой-то цикл, победно захлопнула дверцу,
но через 5 минут из-под машины потекла мыльная лужа. Таблетку она положила в отсек для соли, а соль насыпала прямо на посуду. Что за идиотская техника? Кричала она, швыряя тряпку на пол. Кто вообще это придумал? С яичницей вышло не лучше. Она включила плиту на максимум, потому что быстрее приготовиться, разбила яйца в сковороду, отвлеклась на телефонный звонок от подруги и вернулась на запах гари. Сковорода дымилась, яйца превратились в черные лепешки, а датчик дыма на потолке завыл так пронзительно, что Максим примчался с верхнего этажа в одних трусах, думая, что начался пожар. Швабру Инна Даниловна искала полчаса, прежде чем обнаружила ее в кладовке, куда никогда не заглядывала. Как она вообще со всем этим справлялась? Бормотала она, глядя на залитый пол и обугленные останки завтрака. Тут же невозможно ничего понять. Максим не ответил. Он сидел на диване, небритый, в мятой рубашке, и листал Инстаграм Кристины, который она демонстративно не закрыла. Океан на закате, когда небо становится розово-золотым, и вода отражает его, как зеркало. Массаж горячими камнями в павильоне прямо над водой, где сквозь стеклянный пол видно проплывающих внизу скатов. Ужин на песке при свечах, свежевыловленный лобстер, тунец, которого повар разделывал прямо при ней, и тот самый кокос, из которого она пила сок, глядя, как солнце тонет в Индийском океане. Тишина, никаких приказов, никаких придирок. Только шум волн и ее собственные мысли. Каждая фотография была ударом, напоминанием о том, какой счастливой может быть его жена без него. На 6-й день Инна Даниловна объявила забастовку и заперлась в своей комнате, отказываясь спускаться на кухню, где в раковине громоздилась гора грязной посуды, а мусорное ведро переполнилось и начало издавать неприятный запах. Максим питался растворимой лапшой и бутербродами с сыром и колбасой, которые криво резал кухонным ножом, потому что даже этого простого навыка у него толком не было. «Мама, выйди хотя бы поесть», — позвал он, стоя под дверью ее комнаты. «Я не голодна», — донеслось изнутри. «И вообще, это все из-за твоей жены. Если бы ты держал ее в руках». «Мама». «Что? Мама, я в этом доме больше пальцем не пошевелю. Хочешь жить в грязи? Живи». В половине 3-го дня пришло сообщение от Кристины, короткое, деловое, без эмоций. «Прилетаю в Шереметьево в 5 вечера. Если хочешь, чтобы я вернулась, встреть меня. Если к половине 6-го тебя не будет, сяду на Сапсан и уеду в Петербург к подруге. Билет уже куплен. И тогда можешь не искать». Максим мчался по Ленинградскому шоссе, нарушая все мыслимые правила, и молился про себя, чтобы не застрять в пробке на подъезде к терминалу. Он влетел в зал прилета в 17:10, задыхаясь, с растрепанными волосами, и увидел ее сразу. Загорелую, в легкой блузке и льняных брюках, совершенно неуместных для январской Москвы, с солнцезащитными очками на голове. Она выглядела как человек, вернувшийся из другой жизни. Свободный, уверенный, незнакомый. «Кристина». Он шагнул к ней, протягивая руки. «Я так... Прости меня. Пожалуйста. Я был идиотом, я понимаю теперь». Она позволила ему обнять себя, но не ответила на объятия, держа руки вдоль тела. «Ты выглядишь ужасно», — констатировала она, отстраняясь и оглядывая его небритое лицо и мятую рубашку. «Неделя без тебя». Он попытался улыбнуться. «Я не знал, как включить посудомойку, как сварить яйцо». В ее голосе не было злорадства, только усталость. «Поехали. Поговорим дома». Всю дорогу до Барвихи она отвечала односложно, глядя в окно на серые январские пейзажи. И Максим боялся нарушить это молчание, боялся сказать что-то не то и потерять ее окончательно. Когда они вошли в коттедж, их встретил тяжелый запах и бардак, который за неделю стал еще более удручающим. Инна Даниловна спустилась по лестнице, и на ее лице появилась знакомая гримаса неодобрения. «О, наша путешественница вернулась с курорта», — произнесла она с сарказмом. «Насладилась отдыхом, пока мы тут». «Инна Даниловна», — перебила ее Кристина голосом, которого свекровь никогда раньше не слышала. «Я сейчас буду говорить, а вы слушать. Можете стоять, можете сесть, но перебивать меня не советую». Свекровь открыла рот, но что-то в глазах невестки заставило ее замолчать. Кристина достала телефон и открыла заметки, которые писала в самолете, систематизируя мысли, выстраивая аргументы. «Первое», — начала она. «Завтра мы нанимаем домработницу. На утренние часы. Подметать, мыть, стирать. Я больше никогда не прикоснусь к швабре в этом доме.
Зарплата из твоих денег, Максим, не из моих. Но это же, начала Инна Даниловна. Вы согласны? Кристина повернулась к ней. Или мне вызвать такси до Ленинградского вокзала прямо сейчас? Согласен. Выпалил Максим раньше, чем мать успела возразить. Согласен, нанимаем. Второе. Если в этом доме проводятся семейные мероприятия, заказывается готовая еда. Из ресторана, из кеттеринга, откуда угодно. Я буду готовить только когда захочу сама. Для тебя и для наших будущих детей. Не для того, чтобы бесплатно кормить 30 человек твоей родни. Инна Даниловна побагровела, но промолчала. Третье. Кристина сделала шаг к мужу и посмотрела ему в глаза. Если твоя мать критикует меня, бросает свои замечания про пыль или про плов, или сравнивает с какими-то мифическими настоящими женами, ты открываешь рот и защищаешь меня. Не молчишь, уткнувшись в телефон. Не притворяешься глухим. Мне нужен муж, Максим, не статуя. Если ты не можешь быть щитом для собственной жены, скажи мне честно, зачем мне такой муж? Тишина повисла в гостиной, и Максим вдруг вспомнил лицо тети Роксаны, ее презрительный взгляд, шепот родственников за спиной. Он вспомнил, как мать командовала Кристиной, а он делал вид, что не замечает. Вспомнил соленый плов, который обсуждали месяцами, хотя жена тогда едва стояла на ногах от температуры. «Мама». Он повернулся к Инне Даниловне, и в его голосе появилась твердость, которой там никогда не было. «Я согласен на все условия. И если ты не сможешь относиться к Кристине с уважением, мы снимем квартиру и переедем. Живи тогда в этом доме одна». Глаза свекрови расширились. Ее послушный, удобный сын впервые за 30 лет показал характер. «Делайте, что хотите», — выдавила она наконец, и ее плечи опустились. «Я устала от всего этого. Пойду к себе». Она развернулась и пошла к лестнице, и ее шаги по ступенькам звучали тяжело, как у человека, несущего на плечах груз поражения. Когда дверь ее комнаты закрылась, Максим повернулся к Кристине. Что делать с этим? Он обвел рукой гору посуды, мусор, общий бедлам. «Завтра наймем домработницу», — ответила она спокойно. «Пусть посуда подождет еще одну ночь. Ничего с ней не случится». Максим помолчал, потом неловко взял губку и подошел к раковине. «Я хотя бы часть помою», — сказал он. «Не могу смотреть на это». Он включил воду, и струя брызнула ему на рубашку, но он не остановился. Тер тарелку неуклюже, непривычно, как человек, делающий это впервые в жизни. Кристина смотрела на него и чувствовала странную смесь усталости и надежды. «Знаешь что?» — сказала она. «Брось это. Пойдем поужинаем в ресторан. Хороший стейк, бокал вина. И счет оплатишь ты, как штраф за опоздание в аэропорт». Максим обернулся, и на его лице впервые за эти дни появилась улыбка, робкая, виноватая, но настоящая. «Договорились», — сказал он. «Я позвоню забронировать столик». На следующее утро он первым делом набрал номер агентства по найму домашнего персонала, и Кристина слушала его разговор, сидя на кухне с чашкой кофе, который сварила сама, потому что захотела, а не потому что должна была. За окном падал мягкий январский снег. Инна Даниловна уехала час назад, даже не попрощавшись толком, а грязная посуда все еще громоздилась в раковине. И Кристине было все равно. Она достала телефон и посмотрела на фотографию с Мальдив, которая все еще висела в ее профиле. Бирюзовая вода, белый песок, она сама, счастливая и свободная. Билет туда стоил целое состояние, но купил он нечто бесценное — уважение, границы и мужа вместо молчаливого соучастника. Борьба не окончена, она это понимала, люди не меняются за один день, и Инна Даниловна еще вернется со своими замечаниями и косыми взглядами. Но теперь рядом с Кристиной был человек, готовый встать на ее сторону, а не прятаться за материнской юбкой, и это, пожалуй, была справедливая цена за неделю на океане.